И всем привет, с вами Автомыш, и сегодня мы рассмотрим топ-10 самых маленьких автомобилей. Там некоторые весят даже 50 килограмм, это как я, так что поехали! Если вы думали, что Матис или Nissan Micra это маленькие машины, то это топ обязательно для вас. А еще немножко заболел, поэтому буду говорить в нос, но думаю, со временем вам понравится. Мне вот, конечно, не нравится, но вам понравится. И первая машина у нас это Мотоплан. Она была изобретена в 1957 году инженером Карл Юриш. И длиной она была 228 сантиметров, 165 килограмм и на целых 9,5 лошадиных сил. Это из себя представляло трехколесную машинку с одним местом. Но, между прочим, эта тарантайка разгонялась максимально до 88 км в час. Но это, считай, как наша АК, только еще меньше и менее безопасная. Следующая машинка весит примерно столько же, сколько и я. Родом она из Великобритании, и это Peugeot P50. Длиной она 134 сантиметра, вес 59 килограмм и мощностью на 4,9 лошадиных сил. При этом она разгоняется до 66 километров в час. И, кстати, эта машина попала в рекорд Гиннесса как самая мелкая. Ну, потому что 59 килограмм, у нас тачанки в магазине тяжелее бывают. Не то, что как бы, машина, а она еще и едет. И может ехать 66 километров в час. И ты, между прочим, будешь сидеть в ней. Она будет не одна ехать. Так что достойно, но выглядит она максимально несуразно, как и все маленькие машины. Но, между прочим, в отличие от Мотоплана, в этой машинке уже было целых 2 места. Но движемся дальше, и следующая машинка у нас родом из Франции, и в ней уже целых 3 места, и она более-менее похожа на машину. Это Mia Electric. Длиной она 287 сантиметров и весом 810 килограмм. Это уже более-менее, похоже на нормальную машину. При этом у нее мощность уже целых 13 лошадиных сил, и разгоняется она максимально до 110 километров в час. Это уже, прям-таки, да. Ну, а следующая машинка удивила даже меня, и это Танго, которая в длину всего лишь 254 сантиметра, но весит 1460 килограмм. То есть, прям уже так, как, Тигуан плюс-минус. То есть, как большая машина. И разгоняется она максимально до 240 километров в час. Ее приравнивают к мощности мотоцикла, то есть вы можете маневрировать, ездить, гонять, шишковать как на мотоцикле, но все еще это машина, там даже есть подушки безопасности, но, честно говоря, я, не доверяю этой машине и не знаю, как на ней будет неприятно разбиться. Вот. Но, знаете, у вас никогда не будет проблемы с парковкой, вы влезете в любую шашку, но насчет безопасности я бы, конечно, подумала. В этот топ также, как ни удивительно, вошла всем известная машинка, это Smart. Smart у нас длиной 269 сантиметров и весом 900 килограмм. Мощность у нее 90 лошадиных сил и максимальная скорость 150 километров в час. Но, знаете, Smart уже нам часто встречается на дорогах. Это достаточно, как по мне, комфортная машина, потому что я там помещаюсь, мне было комфортно. Я каталась на Смарте вполне себе ничего так. Вот. Но это прям можно уже назвать машиной. Она выглядит как машина. Так что за Смарт ставлю лайк. Ну вот, кстати, пишет то, что 155 километров в час, но мне кажется, Смарт можно разогнать на побольше, потому что так-то тащит он нормально. И многие говорили то, что вот снаружи машинка маленькая, а внутри садишься, и места очень много. И это реально правда. То есть ты не чувствуешь себя в самой маленькой машине. Там вполне себе просторно. То есть, например, если вот Nissan Juke, он выглядит как огромная махина, а садишься, а там нет места вообще. Вообще Nissan Juke это ужасная машина. А дальше у нас машинка итальянской марки Fiat 500. Здесь у нас уже длина 297 сантиметров и вес 499 килограмм. Мощность 17 лошадиных сил и максимальная скорость, которая может разгоняться, 85 км в час. Выпускались они с 57 года по 75. Впрочем-то, спрос машинка имела. Также они имели воздушное охлаждение. Вот. Двигатель был из 2 цилиндров. Что еще сказать? Похоже на Запорожец. Запорожец. Такой своеобразный Запорожец.
И следующий у нас автомобиль это Веломассетта, или в простонародье автомобиль-пузырь, который у нас была 228 сантиметров в длину, 360 килограмм, 9,5 лошадиных сил, 9,5, вот. И с максимальной скоростью у нее была 97 километров в час. Причем дверь у нее была одна, но была сделана мягкая крыша. Знаете для чего? А в Википедии пишут, чтобы при аварии можно было выйти из машины. Ну, так вот летишь в столб и выходишь из машины через крышу. А следующая у нас машинка называется Mahindra E2O, которая была длиной 228 килограмм. Ага, 228 сантиметров, вес у нее был 830 килограмм, это был электрокар, который разгонялся до 120 километров в час. Как по-моему, она похожа на такой суженный патриот. Ну, типа, патриот сузили, и получилось вот это. Вот. Не, ну. А следующий у нас автомобиль, ну, прям вот 100% небезопасный, и это мини-автомобиль Остина Коулсона. Длиной эта машинка всего лишь 127 сантиметров, и разгоняется она до 53 километров в час. Вот ты летишь как будто бы на детской машинке 53 километра в час. Зачем? А следующая у нас машина. Это является как бы, ну, детским автомобилем, как бы это странно ни звучало, который был сделан на основе Део Матиза. Детская машинка, которая разгоняется до 95 километров в час. Вы просто это представляете? И если бы я была ребенком, мне дали такую машинку, я бы улетела в канал, скорее всего. Вот. Скорее всего, я так бы сейчас улетела в канал. Но, во всяком случае, оно есть. Впрочем-то, вот и весь топ-10 самых маленьких автомобилей в мире. Так что подписывайся, обязательно делись этим видео с друзьями. А с вами была Автомыш. Всем пока, ждите новых видео, я вас всех люблю. Также подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и туды-тупы. Пока.